«Дам миллион, если встану на ноги», бросил мужчина в инвалидной коляске, словно в шутку, но с горькой усмешкой. Так началась странная глава в жизни Николаса Грейсона, миллиардера, жившего на окраине Ливерпуля, в старинном особняке, пропитанном холодом, тишиной и слишком быстрым Wi-Fi. Он был прикован к креслу после массивного инсульта. Одна сторона тела полностью парализована, другая почти без чувств. Ни врачи, ни клиники с громкими именами не смогли дать ему надежду. Каждый вечер он выкатывался в городской парк у реки Мерси не ради свежего воздуха, а чтобы напомнить себе, он все еще жив, даже если уже ничего не чувствует. В один из таких вечеров он заметил ребенка, босой, в застиранной куртке, с рюкзаком, из которого торчал красный пластмассовый стетоскоп. Мальчика звали Джейк, никто не знал, откуда он и где живет. Но он подошел к Грейсону так, будто давно его ждал. Он не предлагал волшебства, не обещал чудес, просто попросил довериться. Предложил провести нечто вроде лечения, не научного, не медицинского. Камешки, веревочки, тихие движения рук, что-то вроде игры или древнего ритуала. Грейсон, не зная зачем, согласился: «Завтра сможешь пошевелить ногой, заплатишь миллион». «Если нет, проехали», — сказал Джейк. Утром он впервые за 5 лет почувствовал покалывание в пальцах ноги. Через 2 дня он встал, через неделю пошел. Медицинские эксперты не могли дать объяснений. Он молчал о деталях, просто вернулся в парк. Искал мальчика, расспрашивал прохожих. Один подросток указал на полуразрушенное здание старой школы на окраине города. Там, мол, иногда ночуют не такие, как все. Грейсон нашел то место, обветшалое строение, частично разрушенное, где ютились семьи, потерявшие жилье после городских реконструкций. Некоторые дома он узнал, это были проекты его строительной корпорации. «Снос ради будущего», говорилось в рекламных брошюрах. Он вошел без охраны. Женщины смотрели с настороженностью, мужчины с безразличием, а Джейк просто молча кивнул. Сначала Грейсон просто помогал, чинил проводку, носил уголь, мыл полы. Его не прогоняли, но и не принимали, пока в одну промозглую ночь не начала протекать крыша. Он молча залез на чердак, один, без инструментов, и подпер прогнивший участок доской. С тех пор его начали звать дядя Ник. Когда у бабушки Джейка, женщину звали Эмма, отказали почки, время пошло на часы. Джейк пытался повторить свое исцеление, но ничего не происходило. Он плакал от бессилия. Грейсон сдал анализы. Совпадение полное. Операция рискованная. Но он не сомневался, это не плата за чудо. Это просто то, что нужно сделать, объяснил он Джейку. Эмма выжила. Грейсон долго восстанавливался, но теперь его слабость казалась ему важной, как напоминание, что он все еще человек. Он отказался от особняка, купил крошечную квартиру недалеко от приюта. Свои деньги он вложил в строительство центра имени Эммы, пространство, где дети из сложных районов могли учиться, играть, расти. Без шума в прессе, без рекламных баннеров. Просто место с книгами, теплом и настоящими окнами. И впервые за многие годы Николас Грейсон по-настоящему улыбался, не как миллиардер, как человек. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.